Ну что, друзья, давайте сегодня разберем тему, которая на этой неделе буквально взорвала информпространство. В сети массово распространяется заявление о том, что Германия якобы готова возвращать украинских мужчин после встречи Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. Но главный вопрос: это правда или очередная интерпретация, которая звучит громче, чем реальные факты? Обязательно досмотрите до конца, чтобы понять, что происходит на самом деле, ведь это гораздо важнее любых заголовков. Начнем с самого главного. Да, заявления были и со стороны Зеленского, и со стороны Мерца. Но проблема в том, что многие просто не вникают в формулировки, а именно в них и кроется вся суть. Владимир Зеленский в своих выступлениях говорит достаточно прямо: Украине нужны люди. Он подчеркивает, что мобилизация – это вопрос справедливости, что те, кто уже долгое время на фронте, не должны нести эту нагрузку в одиночку. И да, он говорит о том, что украинцы за границей должны помнить об ответственности перед своей страной. Но что важно, он не говорит о том, что Европа будет кого-то возвращать. Он не объявляет никаких совместных механизмов с Германией. Это политическая позиция и сигнал обществу, а не конкретный международный план. Теперь переходим к Фридриху Мерцу. Его риторика действительно жестче, чем раньше. Он открыто говорит о нагрузке на социальную систему Германии, о том, что люди должны работать, интегрироваться, а не зависеть от пособий. И да, он критиковал ситуацию, когда часть молодых мужчин не вовлечена в рынок труда. Но вот ключевой момент. Мерц не заявлял, что Германия будет возвращать украинских мужчин. Не было объявлено ни одного механизма, ни одного соглашения, ни одной процедуры, которая бы это подтверждала. И вот здесь начинается самое интересное, потому что дальше включается эффект, который можно назвать испорченный телефон. Сначала звучит фраза «нужно снизить нагрузку на систему», потом она превращается в «сократят выплаты». Дальше жить станет сложнее. И в финале в соцсетях получаем формулировку «всех выдавят обратно». Это как? И если вы сейчас это видите в ленте, напишите, пожалуйста, в комментариях просто слово «вижу». Просто интересно, насколько широко уже разошлась эта версия событий. Теперь давайте разберемся, что происходит на самом деле. Украинцы в Германии находятся под защитой ЕС. Директива о временной защите Европейского Союза. Это дает право на проживание, работу и базовую поддержку. И просто так лишить этого статуса нельзя. Но и это важный момент. Даже если нельзя сделать жесткое решение, можно изменить условия. И вот это реальный сценарий, который сейчас обсуждается. Речь идет о постепенных изменениях. Больше требований к интеграции, давление на выход на работу, возможное сокращение или перераспределение выплат. Это не выглядит как депортация, но это может изменить само поведение людей. И именно так обычно работает европейская политика. Не через резкие шаги, а через систему стимулов. Если вы досмотрели до этого момента, поставьте, пожалуйста, лайк. Это помогает продвигать видео без какой-либо там паники и кликбейта. Сейчас мы наблюдаем наложение двух процессов. С одной стороны, Владимир Зеленский усиливает риторику о справедливости и необходимости людей. С другой, Фридрих Мерц ужесточает подход к миграции и социальной системе. Ну, он, в принципе, и пришел к власти именно на такой риторике. И вот когда эти две линии пересекаются, возникает ощущение, что есть некий план возврата. Но на практике это совпадение интересов, а не единый механизм. Важно понять, Германия не может просто взять и начать передавать людей Украине. Это противоречит и национальному праву, и европейским нормам. Любая такая попытка вызвала бы серьезный юридический кризис и, соответственно, серьезные юридические последствия. Поэтому самый реалистичный сценарий – это не всех вернут, а постепенное ужесточение условий, без громких объявлений, без ультиматумов, но с ощутимыми изменениями в повседневной жизни. И вот теперь главный вопрос именно к вам. Если вы находитесь в Германии, насколько вы готовы к таким изменениям?
Работаете ли вы? Учите ли язык? Есть ли у вас план на будущее? Потому что в новой реальности именно это будет решать все. Не возврат, не слухи, а ваша интеграция и ваша стратегия на будущее. Подводя итог, да, заявления были. Да, риторика стала жестче. И да, давление может усиливаться. Но нет решений о возврате мужчин. Нет механизмов депортации по этому признаку. Нет соглашений вроде Германия будет содействовать мобилизации. Это очень важно понимать, чтобы не принимать резких решений на основе страха. Обязательно напишите, что думаете в комментарии по этим последним событиям. И если хотите разбираться в таких темах без паники и манипуляций, подпишитесь на канал прямо сейчас. Берегите себя, проверяйте информацию и думайте своей головой. До связи. Пока.